Здравствуйте, с вами Рина Преображенская и мой подкаст «Окно». Окно в новые смыслы себя и жизни. И сегодняшний разговор я хочу посвятить еще одной актуальной теме о тяжелых и легких людях. Конечно же, эти понятия я использую в переносном смысле, но и все-таки они где-то соответствуют и прямому значению. И я надеюсь, вы поймете, о чем я говорю, только позднее. Очень долго все люди стремились к статичности, к стабильности. Это всегда считалось основой, базой, нормой жизни. И вселяло определенное спокойствие. Но, как показывает жизнь и все последние события, это абсолютно не так. Жизнь является живым потоком. И норма жизни — это постоянные перемены. Если поток двигается, он всегда живой, он всегда непредсказуемый. И сейчас становится актуальным навык уметь лавировать в обстоятельствах жизни. Уже давно известно, что когда ты сонастроен жизнью, ты видишь ее возможности, ты умеешь отказываться от того, что уже не соответствует тебе новому, и двигаешься туда, где считаешь для себя правильным. И вот эта способность, она, конечно же, иногда присуща людям просто по природе, но в большинстве случаев этому нужно учиться, как показывает жизнь, практика, опыт. Потому что, как правило, мы все стремимся к какой-то стабильности, статичности, нас так научили. И вот сейчас жизнь учит совершенно другому образу жизни, мышления, через кризисы, через разные очень неожиданные ситуации. И согласитесь, раньше, если они хоть с какой-то периодичностью происходили, то сейчас это, мне кажется, постоянно происходит. Только успевай поворачиваться, отслеживать и уметь как-то встраиваться, лавировать, реагировать так, чтобы сохранить себя. И не только сохранить себя, а еще и быть продуктивным, эффективным в этих реалиях. Сейчас это требует очень большого, можно сказать, даже мужества. И вот поэтому я сегодня хочу поговорить об этом, потому что на самом деле вот этот навык предполагает уметь облегчать свое состояние от тяжести внутри себя. Именно об этом и говорит само понятие внутренняя гигиена, личная внутренняя гигиена, которую я все время продвигаю. Еще задолго до 2020 года я говорила о необходимости облегчаться, чтобы быть волной. По-моему, в 2017 году я сказала: прошло время ходить чертежами, пришло время быть волной. Это тогда вот я уже чувствовала, что здесь не подходит старое статичное мышление, когда люди ходили строго по планам, по шаблонам, по схемам. И, естественно, я все это говорила из опыта и предлагала облегчаться, вот именно пересматривать свое отношение к своему состоянию, ко всему, что происходит в жизни, то есть открывать глаза, быть честным с собой. И если ты на сегодняшний день чувствуешь, что ты не способен, не способен быть жизнью в унисон, ты не понимаешь, что происходит, ты не понимаешь свое состояние, ты не знаешь, что с этим делать, и тем более не знаешь, что делать дальше, то это значит, что нужно остановиться и, естественно, как-то разобраться с собой, с теми вопросами, которые уже, наверное, не просто требуют внимания, а просто орут и набатом бьют. Посмотри в нас. Потому что если этого не сделать,
то рано или поздно начинаются болячки, проблемы на работе, проблемы с деньгами. Это закономерная цепочка событий, которая говорит о том, что ты, мягко говоря, идешь не туда. Ты уже ушел не туда. Это уже запущенная ситуация, когда начинаются вопросы со здоровьем и с деньгами. И поэтому я всегда вот призывала людей останавливаться, вести честный разговор с собой для того, чтобы помочь себе освободиться от того, что уже не соответствует нынешнему моменту, то есть то, что тебя утяжеляет, какие-то старые, там, я не знаю, обиды, какие-то те балласты, которые утяжелили твое сердце, твою психику, через которые ты смотришь на мир и видишь только одно дерьмо. Освободиться от этого, образно говоря, убрать, либо самостоятельно, либо при помощи специалиста. И вот так я называла как раз вот облегчить свое состояние, чтобы просто дальше двигаться легче, проще. И только такое состояние может действительно открыть новые горизонты, которое может показать большую панораму жизни, чем до этого. Но согласитесь, если ты в апатии, в депрессии, ничего ты не увидишь, кроме этой апатии, депрессии и соответствующих событий в своей жизни. Это же как магнит, что внутри, то и снаружи. И поэтому вот мои призывы как раз вели к тому, чтобы облегчить свое состояние, чтобы дальше быть просто более легким и способным лавировать в обстоятельствах жизни, которые постоянно меняются. И в подтверждении моей позиции уже в 2020 году я увидела, что в бизнес-среде начались разговоры, что компаниям уже потребовались легкие люди, их компетенция и энтузиазм. Я писала на эту тему не один раз. Потому что если ты легкий человек, однозначно ты продуктивный и всегда востребованный. Это значит, что у этого человека есть определенная энергия, способная двигаться вперед и нести в коллектив энергию движения. А иначе те люди, которые без компетенции и без энтузиазма, а энтузиазм — это прямое следствие твоего легкого состояния, то если у тебя этого нет, то, внимание, такие люди назывались уже тогда лишними людьми. И я несколько раз предупреждала об этом и говорила для того, чтобы освободиться от имеющихся балластов и легче встроиться в новые реалии и возможности этого мира, которые всегда есть. Всегда жизнь нейтральна, она всегда насыщена возможностями. И весь вопрос только в том, способен человек это увидеть или нет. И вот в 2020 году об этом начались очень многочисленные разговоры, которые я отслеживала. И поэтому я начала об этом еще больше говорить, чтобы люди знали, что их личное состояние, да, оно личное, конечно же, это несомненно так, но оно всегда отражается и на общении с окружением. И как раз еще очень важно, что в этих бизнес-разговорах уже шла речь о том, что при приеме на работу особое внимание будет уделяться эмоциональному состоянию и духовному развитию претендента, что будут изучаться его мировоззрение и система ценностей. Поэтому я и призывала прислушаться к этой информации всех, кто еще думал, что его личное внутреннее состояние касается только его. Это не так, потому что это обязательно скажется на его работоспособности и продуктивности. Потому что если человек, я еще раз повторяюсь, находится в апатии или в депрессии, что хуже еще всего, то рано или поздно это обязательно скажется на работе и не пройдет незамеченным для окружающих. Я никогда не призывала и не призываю, образно говоря, шкериться и натягивать дежурные улыбки, всем рассказывая, что у вас все замечательно. Ни в коем случае. Я никогда не
призывала к псевдопозитиву. Я, наоборот, всегда предлагала помочь себе вовремя. Это значит посмотреть на свое состояние честно, с вопросом, что происходит со мной на самом деле. И помочь себе либо самостоятельно, инструментов, благо сейчас у людей достаточно, либо, если вы не справляетесь, то при помощи специалиста. Толчком для этого разговора стали мои наблюдения при поездках в такси. Один пример. Сажусь в машину и сразу физически ощущаю тяжесть в салоне. Смотрю на водителя, по ощущениям до 40. Он не разговорчив, я и не инициирую никоим образом. В общем, сели, поехали. И вы знаете, поездка оставила очень тяжелый осадок, потому что водитель, он весь был как сгусток тяжести. У меня было ощущение, как будто эту машину бурлаки вот на Волге тянут. Вот есть картина «Бурлаки на Волге тянут», баржу там какую-то. Вот она, я прямо когда смотрела на эту картину, у меня было ощущение, я прям слышала, как эта баржа по песку там скребет по берегу, еле-еле двигается, вся тяжелая. И вот у меня было ощущение этой машины точно такое же. В воскресный день я ехала на тематическую встречу. 4-полосная дорога. Езжай не хочу, свободная. Перед нами ни одной машины, впереди зеленый сигнал светофора. Он еле-еле катит, вот еле-еле. Никаких заморозков, ничего, нормальная погода. Он еле-еле, естественно, он подкатил, когда уже был красный сигнал светофора. У меня было ощущение, что пешком я бы быстрее, наверное, точно добралась. И мы вместо 15-20 минут, которые я всегда затрачивала на эту дорогу, до студии, где я работаю, вместо этого времени мы приехали минут через 40 только. То есть в 2 раза больше. Внимание, это такси. Это время, а значит деньги. И когда я вышла из машины, у меня был, я еще раз повторяюсь, очень тяжелый осадок от этой поездки. И, естественно, я в отзыве оставила соответствующую оценку, потому что я больше не хочу встречаться с этим водителем. Я не хочу тратить время на то, чтобы обслуживать его состояние, с которым мне просто некомфортно в одной машине находиться. В принципе, я там сколько поехала, в какое-то время проехала и вышла. Но это моя жизнь, и я не хочу тратить даже эти минуты на то, чтобы в одном салоне быть с этим человеком. Но я думаю, тут уже и объяснять долго не надо. Второй случай. Я думала, что этот случай будет самый яркий из примеров тяжелых людей. Нет. Следующая поездка была еще тяжелее. Сажусь тоже в машину. И вот даже по развороту машины, все, как он делал, этот водитель, было то же самое тяжелое ощущение. Хотя машин рядом не было, никого рядом нет. Пожалуйста, разворачивайся так. В общем, быстренько езжай. Все очень было тяжело. Это тоже был воскресный день. И он переплюнул еще, знаете, в чем? Была 2-полосная дорога. Он пристроился по правой полосе за машинами, которые пристроились за большегрузом. И вот они как черепахи все еле-еле двигались. Причем рядом была левая скоростная полоса, абсолютно свободная. Я еще вот прям ее просмотрела, она абсолютно свободная. Погода тоже нормальная, никаких вот противопоказаний для нормальной езды более скоростной не было. Нет, он пристроился вот за этими черепашками, и мы ползли. Нас обгоняли по левой полосе другие машины. Он даже не попытался ни разу перестроиться, ни разу. Потом, когда мы на более широкую дорогу уже выехали, там где-то 4 полосы было,
Он один раз сделал какой-то рывок такой маленький, да, его даже и рывком не назовешь, такое, знаете, движение рулем так чуть-чуть. А я водитель с добрым стажем вождения, 19 лет, поэтому я уже вот эти все тонкости я чувствую кожей. И я на этот спидометр смотрю, он уже до 20 километров опустился. Я вот смотрю, думаю, господи, да сколько ж мы будем так ползти? Ну, наблюдаю. И вот он один раз сделал такое движение рулем, как бы перестроиться вот на более такую вот туда побыстрее. И тут же стали проноситься более скоростные ребята, которые своим вот этим вот веянием быстро погасили в нем пыл, куда-то перестраиваться. И все, он даже больше и не пытался. Вот они пронеслись, все. Я вот специально оглянулась, у меня же нет зеркала заднего вида, я специально оглянулась сзади, дорога была свободной. Перестраивайся, вот сейчас перестраивайся и езжай. Нет, нет, он так и не перестроился, он так и катил за этими черепахами и за большим грузом. И вот мы тоже еле-еле, короче говоря, подкатили к нужному месту. И еще один момент мне тоже бросился в глаза. Во время поездки был участок дороги, где можно было свернуть наоборот, там, значит, можно было ехать прямо, и там был светофор, либо можно было свернуть направо, и там была объездная, небольшая такая объездная дорога, чтобы миновать светофор. Навигатор усиленно говорил: поверните направо, поверните направо. Я посмотрела на навигатор, показывали. Он даже показывал эту дорогу: поверните направо, объехать, чтобы светофор. Ну, вы как думаете, он свернул направо, чтобы ускориться? Нет. Вот он как катил по прямой, он так и вкатил в красный сигнал светофора. Я посмотрела на светофор, там было более 40 секунд ожидания. И мы, конечно же, их стояли, ждали, и тоже, в общем, потом катили. И вот потом мы уже встроились, кстати, вот в эту правую полосу за этими черепахами. То есть человек собрал все возможные варианты очень медленного и точно не лавирующего движения вообще вот в этой поездке. И также по жизни. Я уверена, что ему вот хотя вот принеси, как тот навигатор, и скажи, вот иди туда, там будет быстрее и здорово и классно, он даже не услышит, потому что у него и мышление, психика, тело, все завалено какими-то тяжестями, своими представлениями, которые он точно менять не собирается. Но его, видимо, все устраивает, ради бога. Вопрос в другом. Вот лично мне с ним также было очень некомфортно, естественно, потому что я вышла, естественно, я тоже поставила низкую оценку в этом рейтинге, потому что я тоже с ним встречаться не хочу. Я тоже не хочу тратить ни свое время, ни свои деньги на эту поездку, после которой мало того, что я ехала и теряла свое настроение нормальное, еще и заплатила деньги. Это же не бесплатно, все правильно. А это мой ресурс, это моя энергия. И я хочу ее вкладывать качественно в то, что соответствует моему состоянию. Я не за рискованную езду, я за грамотное вождение и легкость и умение лавировать в обстоятельствах жизни. А дорога очень ярко показывает, кто как живет, кто как мыслит, тот так и ездит. И слава богу, не все так печально. Слава богу, есть примеры легких людей, тех же водителей. Когда я села в такую машину, эта легкость ощутилась сразу. Человек сразу очень легко спросил что-то, как-то так, в общем, пошел на контакт. И я уже по манере вождения я почувствовала, что у него состояние, его энергетика сильно отличается. Мы приехали очень быстро. Вот он использовал все возможности для того, чтобы приехать легко, надежно и быстро, реально надежно. Вот в его руках я чувствовала, знаете, такое грамотное вождение. Он использовал и все скоростные моменты, и все объездные дороги этих светофоров. Все абсолютно. Обычно я не слежу за дорогой, но так как последние события вот уже заставили присмотреться,
Я стала это отслеживать, мне уже просто интересно было. Неужели, думаю, все так запущено? Нет, слава богу, нет. И мы с ним приехали очень быстро, хотя пункт назначения был намного дальше, чем вот в этих случаях, когда с тяжелыми водителями я ехала. Мы приехали туда очень быстро. И я, когда мы подъезжали, ему так и сказала, говорю, с вами действительно комфортно и быстро. На что он мне ответил, так я же такси, вы же платите не для того, чтобы я вас здесь вот посадил и катил, как говорится, сколько мне там захочется взбредиться, но вообще-то, говорит, время — деньги, и это мой заработок. А зачем мне это надо? И вы знаете, настроение было чудесное. Вот правда чудесное. Я не говорю, что я до этого там была в какой-то апатии, но мое состояние и настроение очень сильно отличалось от тех поездок, когда пришлось ехать вот с такими тяжелыми водителями. Вот, пожалуйста, одни и те же возможности, одна и та же дорога. И какое разное состояние, и как оно влияет. И, естественно, я этому водителю поставила высший балл, и, естественно, и в комментариях написала, что замечательное вождение, что спокойно, комфортно, надежно, быстро, побольше бы таких водителей. Вот, пожалуйста. И я с удовольствием встречусь с ним в следующий раз, и с удовольствием я сяду в машину и буду знать, что он меня привезет быстро, надежно, и всем будет добро. Вот, пожалуйста. И вот этот момент сейчас является очень актуальным. Вот именно такие легкие люди сейчас и будут востребованы всей жизнью. Именно таких людей будут приветствовать в компаниях, и именно такие люди и будут лавировать в обстоятельствах, а жизнь будет еще больше ускоряться. Еще больше она будет заставлять людей меняться, но кто-то это видит, понимает, делает, а кто-то и не собирается. Ну, тогда и имеет соответствующие последствия. Вот такая история получилась для этого разговора. И я надеюсь, что вы увидите себя, где вы сейчас находитесь, и этот разговор будет вам полезен. Если есть какие-то вопросы, конечно же, задавайте. Если желание есть поделиться, тоже, пожалуйста, делитесь. Для меня всегда очень важно мнение каждого человека, с которым я соприкоснулась через свой разговор. Такое ощущение, что вот прям еще хочется что-то добавить, но суть я уже озвучила. И, конечно же, я призываю делать все возможное, чтобы быть встроенным в поток жизни, чтобы быть действительно живой волной, гибкой, легкой. И просто радоваться жизни, просто быть с собой, спокойным человеком, который живет так, как считает нужным, и видит все возможности нашей замечательной жизни, а их действительно очень много. Было бы только желание их увидеть и взять. На сегодня я заканчиваю. Желаю вам легкого движения по жизни. Именно такого, которое будет вас радовать, согревать. И привнесет, конечно же, соответствующую легкость в общении с вами для окружающих людей. Всего вам самого доброго. До свидания.